Приветствую, дамы и господа. Отгремел у нас ивент с режимом тандем. Ну и как бы немножко его хотелось бы обсудить. Лично у меня он был достаточно неудачный, да, то есть как оно там у вас было, можете в комментариях написать. У меня были проблемы с рулеткой, ну, с бесплатной, да, то есть которая платная, там я кручу столько, сколько дают зарядов, и все, больше я ее не трогаю. А вот та, в которой батарейки выбиваются в боях, я ее крутил много раз по 10 раз сразу же. Там 300 набиваю, крутанул десятку сразу. И получил один вертолет мангусту. Он у меня уже есть, теперь у меня два. И это, наверное, хорошо. Вот, но хотелось бы, конечно, что-нибудь побольше. Но это так, больше как бы, ну, мои проблемы, да, не повезло. Да, для меня это был неудачный ивент. Но вот следующий момент, который хотелось бы упомянуть, это, конечно, технические проблемы. Потому что у меня постоянно были вылеты. Я вылетал из одного боя за другим, просто по умолчанию. Сложно было бой отыграть до конца вообще, потому что чаще выкидывало, чем позволяло отыграть. Но и даже это не было как бы самой большой проблемой, потому что доходило иногда до вот таких моментов. Ух, Пым, попал. А он не сдох! Он не сдох! Ах ты ж гад! Да блин, он что, вообще не бессмертный, что ли? Что происходит? Отвалите от меня нафиг! Держи. Да ё-моё, ты прикалываешься, что ли? Что происходит? Где урон-то? 80 тысяч урона в него вошло. Где они? Что происходит? Алло? У него, по-моему, хп больше только становится. 70 тысяч еще. Еще зашло в него. Это что за бред? Алло? Что? Он просто исчез. Что это было? А это как? Я, конечно, понимаю, что это не совсем беда. Там. Беда это когда у вас розовый кронштадт в ангаре. Так, народ, я вот зашел в игру и понять не могу. Вот то ли лыжи не едут, то ли погода какая-то не такая. Это тут явно не так. Но, в принципе-то, если идет ивент, то как бы он же, наверное, должен быть как-то подготовлен. И, соответственно, должен соответствовать каким-то минимумам. Если там какие-то проблемы с серверами или еще чем-то, ну там, я не знаю, смажьте их маслом, чтобы не скрипели, или что там с серверами делают. Я не в курсе, но в данном случае, как по мне, техническое состояние было прям хреновое. Нет, ну может это у меня было, но опять же, мне люди вот писали в комментариях, что есть проблемы, и даже со входом у кого-то были проблемы. То есть что-то здесь было действительно не того. Вот совсем не того. Поэтому, как бы, в общих чертах довольно-таки печальный был этот ивент. Ну, как для меня. Мне показалось, что он довольно-таки какой-то получился неудачный. Хотелось бы, чтобы это все поправили. Ну и от негатива немножко к таким моментам по самой игре. Вот я смотрю, ребята играют. Иногда не особо понимаю, во что они играют. Они играют, как будто они играют 5 на 5, обычный бой. Это не совсем так, это другой режим. Здесь надо немножко иметь понимание. И пара вот таких советов лично от меня. Можете ими не пользоваться, можете пользоваться, ну или еще чего-нибудь с ними сделать. В общем, во-первых, хотелось бы, чтобы все-таки брали сюда корабли, на которых вы умеете играть. Что значит умеете играть? Это значит, что вы можете реализовать возможности корабля хотя бы процентов на 70-80.
Если ниже, если вы чувствуете, что корабль, то есть не обязательно это должна быть какая-то имба. Дело не в том, что это за корабль, дело в том, что вы с ним умеете делать. Потому что если вы берете Мусаши Аегиса, да, там, убиваете на нем там, 300 тысяч, не сделав ни одного фрага за весь бой, то, ну, здесь явно дело не в нем. Да, то есть берите корабль, который вы чувствуете, который вы понимаете, который вы умеете собрать, который вы умеете реализовать. Это первое. Второе. Держитесь все время рядом со своим напарником. Во-первых, одно из первых правил всех компьютерных игр звучит следующим образом. Под фокусом не живет никто. Запомните, лучше запишите и пользуйтесь на здоровье. Да, когда вы вдвоем фокусите один корабль, он сдуется без вопросов. Даже если будет размен, вам он все равно выгоднее. Он получит 2 очка, его команда получит 2 очка, ваша команда получит 3. И здесь мы подходим к еще одному хитрожопому моменту, почему надо все время держаться вместе. Потому что когда вы вдвоем пуляете в одну цель, один из вас получает ассист, второй получает килл. Таким образом, вы с одного утопленного противника получаете 3 очка на команду. Да, это максимальное количество, которое можно выжить именно на команду. То есть один получает 1 за ассист, второй получает 2 за килл непосредственно. Вот. И не стесняйтесь также обстреливать цели, которые... Ну вот сейчас он там уйдет за угол. Уйдет, хрен с ним. Накидали вы ему, если его потом доберут, вы получите это еще 1 очко за ассист. Да, то есть старайтесь вытягивать очки отовсюду, откуда только можно. Вот, в принципе, вот все советы. Тут несложно все. Вот. Как-то вот так. Вот такое вот небольшое видео, как бы некое подведение итогов ивента. Как он у вас прошел, можете черкануть в комментариях. Особенно по части технических вопросов будет интересно. Ну, у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канал, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.